Сегодняшнюю встречу я начну с того, что поясню принцип управления, основанный на системе доступа из уровня вашего сознания в физическую или информативную реальность. И в связи с этим сначала объясню, что конкретно необходимо в первую очередь выявлять в структуре собственного восприятия, чтобы уметь перейти из уровня собственного мышления, фактически из оптического уровня, который составляет ваша мысль, в уровень действия, то есть в уровень, который относится либо к физической реальности, либо к информативной. В информативной я подразумеваю то, что есть некая прогнозная фаза развития событий. Если вы хотите их изменить, следовательно, необходимо, чтобы уровень мышления был таким, что оптическая фаза будущего события была подчинена именно управляющему уровню текущего мышления. Следовательно, опять речь идет о том, что вы должны выйти в информативную реальность из уровня собственного сознания. В связи с тем, что ваше собственное сознание также представляет фактически уровень определенного света, то есть человек воспринимает в виде неких образов, которые можно отнести к оптическим явлениям. И если рассмотреть реальность в том виде, в котором она сейчас существует, что все процессы фактически можно описать, мы просто эту точку зрения рассматриваем с точки зрения, в общем-то, даже ортодоксальной физики, что любые процессы можно рассматривать как волновые и как корпускулярные, то есть свет можно представить как волну, как частицу, это всем известно. Если мы используем эту фазу коллективного сознания, где сказано о том, что свет можно представить и как волну, и как частицу, то здесь достаточно понятно, что если даже рассмотреть явление микроуровня, то рассматривая на микроуровне квантовое состояние именно в виде света, например, фотона, можно очень логически просто перейти к тому, что если вы в собственном сознании, то есть в своем оптическом свечении, то, что вы представляете и как вы думаете, переносите это свечение на уровень фотона или квантового состояния вещества, то вы можете влиять на это вещество. Таким образом, речь идет о том, что каким просто образом влиять, то есть принцип влияния или, так скажем, система доступа, в чем она заключается. В данном случае, когда я говорю о именно задаче макроспасения, то есть минимальных задач, предотвращения, например, возможной глобальной катастрофы, и параллельно или одновременно это обеспечение гармоничного развития. Это как раз таки та оптическая фаза, которая является минимально необходимой для того, чтобы осуществить вот этот уровень перехода во внешнюю реальность. Следовательно, задача предотвращения, например, глобальной катастрофы, это также элемент доступа в данной системе. И если рассмотреть в данном случае позицию делать так, как делает создатель, то речь идет о том, что вы должны просто системно организовать действие и это действие распространить на развитие, то есть придать внешней системе автономность и устойчивость. Например, системе, на которой вы действуете, или системе цели, что вы достигаете. Поэтому сегодня я показываю методы управления, которые в целевом, в идеологическом смысле направлены на то, что вы должны за счет собственного мышления, то есть за счет фактически оптической фазы, которой вы можете управлять, потому что элементами мышления можно управлять так, как вы хотите, суметь перейти в структуру внешней реальности и сделать управление через фазу макроспасения, через фазу макрорегулирования. Для того, чтобы такое действие сделать, я предлагаю сегодня рассмотреть, так скажем, ближе к рычаговому принципу принцип организации данного управления. И он заключается в том, что в фазе коллективного сознания известно, что если использовать рычаг, где одно плечо, например, намного длиннее другого, то мы можем сдвинуть большую, например, какую-то вещь, то есть используя просто длину, линейную длину рычага. И учитывая, что фаза коллективного сознания это фактически также организация, опять же, волнового принципа, так как любую жесткую, то есть физически правильную материю также можно рассматривать как систему волн, то есть как систему ориентированных фотонов. И
тогда получается, что для перехода просто в управление физической реальностью, а там может быть задача или лечения, или управления событийным рядом, необходимо просто распространить вот этот же рычаг из обычной физической реальности. И данный метод, он достаточно прост как бы в технологическом исполнении и понимании, то есть задача достаточно понятна, нужно усилить свечение собственного сознания для того, чтобы уметь управлять свечением также в пределах вашего собственного сознания, но тем свечением, которое можно назвать или целью управления, или реализацией цели управления. И поэтому получается, так как вы работаете все время в пределах собственного сознания, а контрольным уровнем является либо объективная реальность, то есть то, что происходит на физической реальности, например, излечение или организация какого-либо событийного ряда, или информативная реальность, то задачей контроля является также организация доступа и, в общем-то, необходимость контролировать результат за счет собственного же сознания. То есть, в первую очередь, как бы первыми характеристиками исполнения управления является, опять же, ваше собственное восприятие. Следовательно, в пределах восприятия вы как формируете действия, так и контролируете и даете аналитическую или там обобщенную оценку результата. А уже следующая система, когда это проявляется на уровне как бы объективизированных факторов, это уже будет являться вторым критерием по отношению к управлению. То есть здесь надо знать, что ваша личная оценка, ваш личный уровень здесь является первичным по задаче контроля за своим личным действием. И данный принцип, это принцип определенной ответственности по уровню макродоступа, уровню макроуправления, его надо помнить. Значит, первый метод заключается в том, что вы используете обычную цифровую систему для совершения вот этого управления, скажем так, реализации рычагового принципа перехода в структуру, например, физической или информативной реальности. Для этого вы выделяете в событийной части, в цели управления, что вы хотите реализовать, число событий, то есть, например, если у вас одно событие в цели, например, излечить от какого-то заболевания, это значит число 1. Если у вас два события, 2 и так далее. То есть, по возможности необходимо количество событий делать меньше, чем 5. И когда вы делаете такую постановочную часть, то достаточно понятно, что, например, необходимо излечить от какого-либо заболевания. Это событие, в общем-то, одно. Хотя заболевание может быть сложным, многофакторным, но в данном случае можно сказать, что это одно событие. И тогда вы берете это число, воспроизводите в системе собственного восприятия в 3 позициях. То есть число 1, например, это число, которое в рычаговом принципе должно усиливаться с точки зрения физической реальности. Следовательно, мы должны организовывать систему перехода в реализацию. То есть цель излечения, реализация — это излечен, пациент излечен. И для того, чтобы использовать систему управления с точки зрения технологичности доступа, то в рычаговом варианте я располагаю эти принципы, именно управление таким образом, чтобы на физике это все-таки было достаточно просто. Вот сейчас я начинаю просто проговаривать, как происходит управление. Здесь по возможности будьте повнимательнее с точки зрения организации этого рычага. То есть рычаг — это всего лишь навсего отрезки между этими цифрами. И цифры одни и те же. Например, одно событие. Значит, число 1, которое приближено ближе всего к вам, это есть число, соответствующее моему учению в спасении гармоническом развитии. То есть вы закладываете смысл такой в этом числе. Следующее, дальше от физического тела число, это цель вашего управления. То есть, например, излечить или что-либо сделать, это следующее число, дальше находящееся от вас. То есть вы организовали плечо этого рычага. И уже дальше опять это же самое число. Вы всего лишь навсего в то число вкладываете принцип, что уже реализовано действие, например, излечен пациент. И задача управления является за счет концентрации, за счет длительности удержания просто-навсего в памяти, в управляющей памяти этого числа, суметь за счет, во-первых, высвечивания этих чисел, то есть фотоны двигаются так, что если вы сильно высветите число наиболее приближенное к вам, то
свет доходит до следующего числа 1, до цели управления, вашей цели управления. Если вы высветить еще быстрее и еще больше, там, то свет от двух чисел доходит до третьего числа, опять же числа 1, где уже реализована цель управления. И здесь главное создать жесткую систему, чтобы восприятие числа по возможности не перемещались. Вот чем жестче вы организовываете систему в своем восприятии, тем вы быстрее достигаете цели управления. И расстояние от первого, ну, приближенного, как бы ближе ко мне числа, область учения о спасении и гармоничном развитии, до второго числа цели вашего управления должно быть меньше, чем расстояние от второго до третьего. Например, я ставлю область моего учения о спасении и гармоничном развитии, число на расстоянии, например, там, 50 сантиметров. На расстоянии 55 сантиметров я ставлю цель управления излечения, например, от сахарного диабета. Ну, например, пациента, который сейчас находится вот в конкретной больнице, где сейчас я его просто выявляю. И затем я ставлю, например, расстояние 80 сантиметров, опять число 1, где пациент уже излечен. И здесь задача такая, что либо число, которое уже излечен пациент, реализация цели управления, то есть вы здесь должны уже перейти в физическую реальность в этой фазе управления, и либо это число находится чуть пониже, как бы скат идет, то есть горизонтальный отрезок и скат, либо оно выравнивается, и вы работаете только по горизонтальной линии. И вот эта работа по горизонтальной линии напоминает уже принцип как бы усиливающихся фонариков, то есть светит наиболее приближено к вам число, затем второе добавляет свечение, то есть количество фотонов увеличивается, и вы дальше переходите в реализацию цели управления, где как бы уже светит или там увеличивает свечение третьего фонарика. И вот чем вы сильнее высветите, в общем-то, на самом деле, три числа, то есть создадите фотонный ряд от себя в сторону физической реальности, и чем дальше будет, кстати, третье число от вас, тем лучше, но не далее лучше всего работать 3 метров в данной системе с числом от себя. То есть третье число лучше всего не располагать дальше 3 метров, потому что дальше переходит число в пространство мышления в данной методике, а лучше работать в физической реальности. И когда вы высвечиваете это число, то вы должны в качестве уже как бы характеристики того, что действие реализовалось, то есть вы сделали правильное управление, и, по крайней мере, в данной итерации вы сделали все, что необходимо для технологичности данной операции, вы должны увидеть, что как бы рассмотреть на духовном больше уровне восприятия, вот здесь развитие духа заключается в контроле, идущем за числом 3, что свечение от третьего числа достигает первого числа, то есть вы получили обратную волну фотонов, тогда, в принципе, в данной итерации вы можете закончить это действие. Количество действий может быть совершенно различным, например, это может быть одно действие или несколько, длительность от секунды там, до нескольких минут и так далее. Поэтому здесь надо подразумевать, что для того, чтобы вы реализовали переход именно в структуру, например, физической или информативной реальности, вы, получив обратную волну, в принципе, можете усилить, то есть коррелировать положение числа третьего числа от вас, и тем самым как бы еще улучшить управление за счет просто перемещения даже числа, либо по горизонтали, дальше ближе, либо в рычаговом варианте. То есть здесь рычаг работает как бы наоборот. То есть из физической реальности вы действуете в структуру сознания, хотя на уровне мышления действуете из малого плеча в большое. И когда вы это действие совершаете, то вы должны, собственно говоря, после того, как вы совершаете данное действие, проконтролировать, что после того, как вы уже не делаете такого управления, еще какое-то время этот рычаг, как бы эта конструкция находится в поле вашего зрения. Следовательно, вы достигли устойчивости в управлении. Если вы делаете управление, и конструкция как бы почти сразу рассеивается, значит вы не провели должного количества концентрации, следовательно, надо это повторять несколько раз. И я в качестве просто примера предлагаю сейчас, например, сделать управление просто по частным задачам. Я подразумеваю, что частные задачи — это то, что вы изложили, например, в обращениях, или есть у вас в виде мысли решения своих частных задач. И вот сейчас, вот буквально следуя там логике организации этих чисел, о которых я сказал,
сделайте такое управление прямо сейчас, именно по своим частным задачам. То, с чем вы сейчас обратились. Делать по возможности это управление нужно не больше 1 минуты. То есть в данном случае делайте быстро. Я постараюсь как бы сопровождать данное управление, ну, по возможности некой как бы алгоритмичностью, связанной с тем, что вы будете организовывать, может быть, пошагово, в зависимости от того, что я говорю. То есть сначала перед собой организовываете количество действий, да, как я сказал. Это могут быть любые числа, по возможности до 5. Сначала придаете смысл числу первому ближе, которое к вам располагается, что это область моего учения спасения гармоничного развития. Область состоит из 2 элементов. Это предотвращение возможной глобальной катастрофы и обеспечение гармоничного развития, и решение частных задач. То есть можно даже представить, что верхняя часть числа – это именно предотвращение глобальной катастрофы, а нижняя – это решение частных задач. То есть технологичность области учения заключается в том, что когда вы ходите на это число, там есть технология выхода в пространство, именно, например, физической реальности. И поэтому число, в общем-то, ближе находится. С него, ну, как бы эффективность управления выше. Затем вы располагаете дальше цель управления, выявляя количество действий. Располагайте, старайтесь располагать так, чтобы в памяти, в восприятии держать уже 2 числа. А дальше, когда вы держите 2 числа, третье число, как бы, где находится третье число, эта позиция индивидуально может выявляться. А самый простой вариант – увеличить в 5 раз расстояние от, ну, как бы от 1 числа до 2. То есть отрезок должен быть в 5 раз примерно увеличен. И можете расположить цель, уже реализация. То есть цель управления у вас реализована. Вот одно дело формулировка цели, да, управления. То есть стартовое действие. Второе, цель реализована. Реализована в физическом пространстве или в информативном, в том числе, пространстве. Следовательно, это разные понятия. Можно цель сформулировать, но вот реализация, это происходит, например, в физическом пространстве. Если это излечение или какие-то физические факторы событий. И таким образом вы уже находите вот координаты 3 числа, ну, как бы, уже в экстраполированном или в адаптированном варианте. Метод заключается в том, что идет свечение как бы системы по горизонтали. 1 число высвечивает 2 и так далее. 2, 3, в том числе 1 светит на 3. И здесь важно тогда, ну, сделать дифференциацию. Давайте сделаем так, что в первой итерации это управление только физическими событиями. Понятие информативных событий надо перевести на уровень как бы внешнего пространства. И вторая итерация – это управление информативными событиями. То есть цель управления в 3 числе – это, ну, прогностика в большей степени, то есть прогностическая фаза зависит от вашего мышления. И высвечивать нужную для себя именно прогностическую фазу. При этом обязательно надо помнить, что речь идет через макродоступ, макрорегулирование, макроспасение. Это надо помнить. И целью вообще реализации данных методик является, на самом деле, обучение, распространение и плюс применение, да, в своих целях системы прямого доступа, когда человек может влиять на систему реальности так, что реальность его не уничтожает. Например, в первую очередь из-за макрокатастроф. И таким образом, значит, вы совершили эту цель, ну, которую я назвал частной, то есть вашей целью, либо это обращение, либо то, что вы в мыслях закладываете. То есть только 2 варианта. Никакого другого варианта не существует вот, в плане постановочной задачи. Потом вы можете использовать другой вариант. То есть, ну, там, предположим, задачу другого человека вводить в эту систему, там, не определяя, да, их как корректно и так далее. В данном случае речь идет о ваших задачах личных. Значит, сделав это управление, теперь сделайте следующее управление, то же самое, которое распространяется уже на задачи зала. То есть все, кто находится сейчас в зале, вот просто вот в этой комнате, выйдите на совокупную систему задач, пусть это будет число 1, это я уже просто назначаю это число, то есть задачи зала это одна задача, как бы одна задача решить все задачи зала, да? Все другие задачи это постструктурные вещи. И вот мы опять работаем через число 1. Проявили, в том числе туда входит ваша собственная задача. Постарайтесь ее определить, какой кусочек этого числа, это есть ваша задача, в каком месте.
Потому что ваша задача это все-таки подмножество. И вы как бы выявляете число 1, опять же я руковожу вот этим управлением, то есть выявляете перед собой, это область моего учения спасения гармоничного развития. Затем следующее число 1, задачи зала по цели, цель обращения, например. Ну, я могу, предположим, взять там любую, да, цель и сказать, что это, ну, как бы подзадача зала, и поэтому вот именно цель должна быть, ну, причина, да, например, обращения должна быть четко представлена как причина, по возможности обобщенная, но все-таки в каждом конкретном случае это конкретная вещь. Вот так подходить в мышлении. И более отдаленно, я работаю по горизонтали, просто вот себя. Вот, возле меня первое число 1, через 5 сантиметров второе, и через 20, например, там, сантиметров, если, например, на 5, то получается 25. Ну, можно и двигать, в общем-то, в данном случае это не жесткая все-таки система, когда ближе. Дальше лучше не двигать, чем больше, чем пятикратная система. И там уже реализация цели по задачам зала. Тоже число 1. Теперь я контролирую, вы делаете со мной одновременно. Контролируя это число 1, моя задача, на самом деле, вот чтобы я уже получил, например, обратную волну от управления, но моя задача сделать устойчивый процесс, чтобы, например, произведя управление и, например, больше не делая, да, управление, например, в следующую там минуту, может быть, позже можно сделать, но не сейчас. Я точно знал, что управление несмещаемо в данной системе. И вот вектор, ну, несмещения, то есть устойчивости, он достаточно прост в логике. Сделано устойчивое управление, и интервал времени прошел. Следовательно, в том времени, где было сделано управление, оно уже жестко, уже зафиксировано. И чтобы его, например, сменить, это надо менять структуру временных каналов, то есть это достаточно большой объем информации, это информация прошлого. А прошлое как бы жестко завязывает в системе прошлых событий любую информацию. И вот почему я именно использую принцип рычаговый, как бы, ну, физический принцип в данной системе, потому что мы укладываем в массу прошлого, где вот эти жесткие системы связи существуют, и тогда получается, что мы, как бы, сделав управление, сделали достаточно его обобщенно, учитывая все связи всех элементов реальности, хотя бы в итерации текущего времени. То есть вы делаете как бы отделение текущего момента, и следующий момент это уже вы воспринимаете просто, ну, предположим, если вы смотрите на какую-то как бы подаренную вещь вам в прошлом, у вас же все время есть четкое время дарения, и одновременно вы все равно в текущем времени эту вещь воспринимаете. То есть с вещью ничего не произошло. И вот здесь примерно такой же принцип, что фаза устойчивости должна быть достаточно жесткой, когда вы ее заново как бы анализируете. Ее можно в деталях не воспринимать, но вот именно так как здесь жесткий рычаговый принцип перехода как бы в систему реальности, то именно надо соблюдать фактор, ну, уже такой же реальности, как и объективная, потому что ведь целью управления является управление, ну, объективизированным, да, то есть физической, предположим, реальностью. Следующие действия, мы сейчас это сделаем сразу, это задачи всех, кто, например, будет, да, использовать методику прямого доступа, задачи, вообще говоря, всех людей, там, всех будущих людей, задачи макроспасения. Вот давайте это обозначим опять одной задачей. Задачи, например, там, системного, гармоничного, вечного развития. И опять же сделаем, опять же, такое же число 1 перед собой. Следовательно, второе уже больше. И следует третье уже как бы автоматически. Вы знаете место, где оно вообще находится в вашем сознании. Получаете обратное свечение и замкнули цикл управления. То есть в данном случае получается ваше собственное управление, кроме того, что оно жестко зафиксировано в системе там, временных координат, в системе вашей работы, да, при этом ваш организм, то есть вы, ну, как бы в целом лично на духовном уровне организм, клеточная система, имеет обучающую характеристику от этого свечения. И плюс вы еще сделали макроуправление. Это в том числе и система саморегенерации, самовосстановления. Значит, следующий метод управления, то есть я в данном случае метод управления, используя число и световые отрезки, я закончил и перехожу к следующему методу. Он идеологически такой же, то есть задача сегодняшней встречи это уметь перейти в управление физической реальности, и просто вместо цифр используется, значит,
уровень управления через буквы, через слова. Для этого вы всего лишь навсего, точно так же располагая геометрически от себя, в удалении от физического тела, просто выписываете, что первая фраза – это учение Григория Гробова о спасении гармоничном развитии. Вторая фраза – цели вашего управления. Делаете опять то же самое, лучше сразу делаете, по своим целям обращения. Каждый выписывает свою цель на расстоянии, например, 5 сантиметров от первой фразы. Желательно, чтобы было не больше 3 предложений. По возможности сомкнуть, в конечном смысле, как в какое-то одно предложение. Когда выписали хотя бы даже примерно оценочно вторую фразу, третья фраза – это реализация цели управления. Сразу ее просто выписываете в управлении. Давайте, можно работать просто по горизонтали. Вот написаны вертикальные буквы. Да? Третья позиция – это примерно 25 сантиметров от второй записи. И вот реализация цели управления, здесь будьте повнимательнее. То есть, если вы пишете реализацию цели управления, посмотрите, каким образом, перенеся структуру собственного сознания, хотя бы в элементном уровне на третью запись, посмотрите, каким образом воспринимается свет окружающих стен, например. В принципе, элементом, на уровне информации я имею в виду. То есть, рассмотрите, что является, например, уровнем физической реальности, что воспринимает зрением, да? И посмотрите физическим зрением. Тогда вы можете увидеть, что здесь можно развить систему управляющего ясновидения. То есть здесь можно увидеть, где стыкуется зрительная информация с информацией фактически духовной, там, где дух видит и переводит в логическую фазу. То есть информацию, управляющую ясновидением. Таким образом, когда вы находитесь в третьей фазе, это в вашем восприятии это элемент физической реальности. В том числе физической реальности. И вот отработаете опять сначала только физическая реальность, то есть что можно объективизировать на физической реальности, цель вашего управления. И переходя ко второй фазе, то есть фактически вы наполняете смыслом, да, третью запись. Либо меняете запись, либо просто наполняете учетом информативных факторов, то есть прогностическая фаза физической реальности. Для излечения, например, взять диагноз язвенная болезнь, предположим, 12-перстной кишки. И тогда, если мы берем такую позицию, да, и ставим задачу управления, сделайте суммарное управление по конкретной задаче, которая сейчас существует у пациента, который сейчас, он в больнице не находится, но мы, например, взяли такую задачу, которая является модельной задачей. Не суть важно, даже, кстати говоря, пациент, эта система достаточно однотипная, диагноз это есть тоже форма информации, и поэтому, прорабатывая этот диагноз, можно, вообще говоря, его универсально использовать по отношению к любому пациенту, естественно. Да? В чем универсализм управления, что в данном случае мы имеем дело с тем, что управление конкретным диагнозом, то есть излечение, да, третья позиция излечения от язвенной болезни 12-перстной кишки, характеризует то, что это распространимо на все случаи, касающиеся именно этого диагноза. Но если мы хотим использовать другой диагноз, мы должны сделать следующее управление. То есть изменение, вообще говоря, формальной части, то есть формулировки, меняет структуру управления, вообще говоря, в целом. То есть если мы, казалось бы, берем диагноз какой-то другой, остеохондроз, предположим, вроде бы то же самое, да, мы пишем остеохондроз, но принцип управления все равно меняется. Вот вы проследите, в чем в качестве самостоятельной работы, в чем вообще смена управляющих световых характеристик в системе восприятия. Если мы имеем, например, задачу управления событийной частью, то есть, предложим задачу чисто экономическое увеличение, предложим поступающих сумм, да, это экономическая задача, связанная с деятельностью конкретного человека. Следовательно, здесь даже имеет значение, каким образом сумма поступает. Вот если вы вводите принцип, поступающие суммы распространяются опять же на макроспасение, хотя бы в части, вы видите, что разница в поступающих суммах тоже принципиальная. То есть вы можете видеть, что есть поступление финансовых средств, есть поступление знаний, да, опыта, или же то, что вы делаете другим людям с целью
просто с целью какой-либо конкретной. Если вы все-таки постоянно подразумеваете, то есть входите как бы в верхнюю часть вот именно учения моего спасения гармоничного развития, именно макросистему доступа, макроуправления, то вы видите, что цветовой спектр сразу же является устойчивым. Вот по возможности, делая управление, сделайте так, чтобы именно устойчивость была лучше всего сразу в этом управлении. Теперь еще раз проведите управление по своим задачам. Сконцентрируйтесь на своих задачах, которые были в первом же, кстати, управлении. Лучше их не менять. То есть работаем все время по одной и той же задаче, которая была в первом управлении. Где-то время есть, от силы до 2 минут сейчас на реализацию этой задачи. Значит, пишите как бы мысленно учение спасения гармоничного развития, учение Григория Гробова спасения гармоничного развития перед собой. Дальше пишите цель управления в 5, например, сантиметрах. И примерно в 25 сантиметрах пишите реализация цели управления. Писать надо четко сформулировать. Если вы пишете цель управления, то как формулируется реализация цели управления? Я вот объяснил, что цель, например, излечение от болезни, а реализация – это болезнь излеченная. Это принципиально. Если вы нечетко сформулируете реализацию цели, то вы получите рассеянное управление. То есть достижение будет дольше происходить. Ведь на самом-то деле методы достаточно элементарные в плане реализации, да? Главное это знание конструкции, как она функционирует там, в реальном времени, что является принципом быстроты, принципом устойчивости и так далее. Следующий цикл. Сделали такое же управление по задачам зала. То есть вышли просто на задачи зала, пишите, там, опять же, учение Григория Гробова спасения гармоничного развития. Дальше цель просто управления, реализация задач зала. А дальше уже не пишите слово цель, а просто пишите реализация задач зала. То есть вот и все. Сразу ясно, о чем речь. И просто сделайте такой следующий элемент, достаточно эффективен в плане сокращения времени, чтобы не возвращаться как бы сознанием назад логическим путем, за счет световой волны, идущей назад, да, в первую запись. Как бы работаете оптимально, учитесь искать какие-то ненагрузочные системы для системы собственного сознания. На самом деле речь идет о достаточно существенной работе в плане управления. То есть как бы сосредоточьтесь на обратной волне и как на эскалаторе проедете обратно назад для 3-го уровня. То есть идет обратная волна фотонная, прям как бы вы на нее садитесь и возвращаетесь назад. То есть вы не применяете волевое усилие, пользуетесь уже следственными системами данного метода. И сделайте то же самое теперь по системе макроспасения. То есть спасение всех, организация событий у всех и так далее. По возможности в 3-й задаче работаете более интенсивно. И если вы задачу задача всех, да, в чем она заключается, это достаточно общее понятие, можете выводить образ. Например, нормальное развитие гармоничной планеты, предложим, видеть Землю и в итерации 100 и так далее, да, бесконечность, либо вывести на уровень просто информативного свечения, работать по задачам всего мира. То есть просто свечение связано с задачами всего мира. Вот и все. То есть не надо здесь искать каких-то лучше всего частных задач. Или уметь общую структуру саккумулировать в каком-то все-таки конкретном действии. Если вы работаете конкретно, вы делаете быстрее, и доступ у вас быстрее. Если вы ищете, да, как бы работаете в поисковом режиме, вы затягиваете время управления. Следующий метод управления основан на управлении посредством цвета. Опять все то же самое. Единственное, для задачи доступа или физическую, или информативную реальность используется цвет. В данном случае, значит, работа может происходить в вертикальном плоскостном уровне, то есть вы представляете цвет
находящимся, ну, как бы на вертикальном полотне. И этот цвет просто-навсего должен быть разный в первой итерации управления. Например, вертикальный цвет, который ближе всего ко мне приближен и обозначен, например, там серебристо-белым цветом, я обозначаю как область моего учения о спасении и гармоничном развитии. Следующий, там, например, цвет, значит, ну, который может быть, ну, совершенно различными, можно работать по макро задачам сразу. Ну, предположим, целью управления является то, чтобы не допустить развязывания ядерной войны между, например, Пакистаном и Индией. И я, например, светло-зеленый цвет отдаляю на расстояние 5 сантиметров от первой вертикальной плоскости. Дальше, ну, через 25 сантиметров все то же самое. Например, синим цветом я описываю реализацию. То есть не произошло именно вот ядерного конфликта, то есть конфликт с применением ядерных средств уничтожения между Пакистаном и Индией. То есть при этом нужно работать совершенно конкретно, то есть не обобщать. Понятно, что желательно, чтобы вообще не происходило. Но в данном случае мы выполняем совершенно конкретную работу. И поэтому на таком-то расстоянии находится совершенно конкретная реализация. И вот принципом данного управления является то, что при этом вы по возможности делаете вместе со мной. Сразу же так работаете в пространстве мышления. Чтобы серебристо там, белый цвет высвечивал настолько интенсивно, да, чтобы как бы фотоны, перемешиваясь с, например, там, зеленоватым цветом, делали менее зеленым, да, более осветленным. Соответственно, получается зеленый и там серебристый попадает на, например, синий цвет, делает этот цвет более там голубым, что ли, и с примесью даже зеленых оттенков. То есть это обычное свечение фотонов, ну, как бы монохромного пучка. То есть мы делаем свечение цели реализации не монохромным, а делаем как бы многоцветовым. И логический принцип данного управления заключается в том, что устойчивая фаза управления несет, как правило, не один, например, как бы ненасыщенный цвет, да? То есть, если мы имеем несколько цветов, то, в принципе, мы можем достичь такой же устойчивости, как и если мы, например, просто концентрируемся на каком-то одном лучше более светлом цвете. И в связи с этим фазой устойчивости является и перемешивание цветов в данном управлении. Но так как задачей все-таки является преодолеть некую граничную, да, позицию сознания, то есть есть сознание, а есть физическая реальность, то в данном случае мы работаем с информативной реальностью. Вот синяя плоскость – это информативная реальность. Размеры плоскости любые. Например, я, ну там, предположим, как 4 диктофона, которые возле меня стоят, а можно сделать их, в общем-то, бесконечными, эти плоскости. И если вы их делаете бесконечными, то отраженный внутри плоскостей сигнал, есть в ортодоксальной физике такое понятие, что отраженный сигнал может постепенно, в общем-то, затухать. И вот отраженный внутри этих плоскостей какой-либо один сигнал, один фотон, например, он постепенно выравнивается, то есть достигает устойчивой позиции. И если мы имеем в ортодоксальном понимании, ну, определенные понятия, то они могут работать в данной системе также на нас. Вот в понятии цвета преимущество состоит в том, что цвет и для ортодоксальной системы, он цвет как бы для физической системы, и он же цвет для сознания. Вот переход в физическую систему здесь достаточно можно сделать быстро, когда вы управляете с помощью цвета. Теперь сделайте такое же управление, как я сейчас сказал. Желательно где-то секунд в 30 уложиться, именно по своим частным задачам. Первая плоская область свечения, вторая частная задача, цель. И третья – это реализация вашей задачи. Когда работаете с реализацией, лучше ограничивайте третью плоскость конкретными рамками по возможности. Но при этом сохраняйте как бы разрыв в бесконечность в какой-либо часть, ну, в какой-либо угол, он не сомкнут. Вот есть тонкость некоторая, чтобы иметь обмен с внешней информацией.
когда вы сделали это управление, по возможности как бы от себя, от духовной своей собственной системы, от души просветите вот эти все экраны, как бы внутренним свечением, то есть засветитесь сами. И спускайте свет духа, да, души, развития лично. Потому что, в конце концов, речь идет о том, что вы же данным методом развиваете духовный принцип на самом деле. Плоскости, если они начинают ходить перед вами, и время я специально дал небольшое, 30 секунд, значит, верните назад волевым усилием. И сделайте их вообще просто жесткими. Ну, как вот взять там листы формата А4, поставить перед собой и сделать их просто жесткими. И старайтесь высвечивать сильнее первый вот этот лист, так скажем, да? Чтобы он, может быть, даже как сильный свет там засветил все второй, третий там. И вот появился когда вот такой светящийся как бы от вас стол, идущий от вас, например, по горизонтали физическое пространство, то вы можете наблюдать, что этим на самом деле столбом, вот, ну как бы свечением уже, можно универсально высвечивать, как бы оптимизировать любую систему. То есть, выведя, например, этот свет на человека, вы можете его излечивать. Просто потому, что он перед вами попал, да, в зону свечения. Сделайте достаточно быстро в следующий уровень управления, ну, от силы 10 секунд, именно по вопросам зала. И еще следующий уровень управления, секунд в 5, сразу же переходить по вопросам макрорегулирования. Почти мгновенно сделайте. И вот когда вы делаете почти мгновенно, то вот переход, как бы, да, экстремальное свечение, то есть оно возникает как бы обратите внимание, что свечение в данном случае как бы самовоспроизводящееся в любой точке. То есть оно как бы живущее свечение. Свет, который живет. Свет, который живет вне, да? Но живущий вне света, это же ваше собственное здоровье в том числе. Потому что если свечение жизни извне и рядом на вас, значит вы более здоровы от этого. Ну и окружение, да, кто находится рядом. Или кто об этом даже думает, кстати. Вот почему, когда речь идет о коллективном управлении, то задача именно вот такого макроуправления решается достаточно быстро. В качестве задачи, например, вот я просто ставлю вот тогда перед залом, перед тем, кто будет смотреть, да, например, видеозапись, просто конкретную задачу, предложим на июль месяц, чтобы не было войны с применением ядерного оружия, например, между Индией и Пакистаном, как минимум, да, июль, а на самом деле вообще не было. То есть, исходящее от этого разового действия свечения должно реализовать в бесконечности эту систему. И когда вы, как предположим, решаете эту задачу на уровне, ну, коллективного варианта, например, вот решать эту задачу нужно с 22 часов до 22:03, предположим, по московскому времени, то вы обратите внимание, когда вы решаете все вместе, какой идет свечащий, ну, эффект свечения, да, от вас, и когда вы решаете в разное время, в чем разница. В качестве самостоятельной работы просто поработаете, в чем разница коллективного управления и разница, например, частного управления. И имейте в виду, что чем вы шире решаете задачи, какие бы они ни были, там, чтобы не взорвался, предположим, ядерный реактор или какие-то макрозадачи по спасению, тем на самом деле вы интенсивнее и больше делаете, в том числе для себя, в том числе. Потому что чем вы глубже имеете вход, тем вы больше решаете собственные задачи. Это достаточно логически понятная система. Чем вы управляете большими массивами и системами, тем вы, естественно, как бы целесообразнее и точнее выполняете, в общем-то, и частные задачи, ну, как бы уровень мастерства, так скажем. Чем вы работаете с большей концентрацией информации, тем, естественно, вам проще работать с расконцентрированным, если какие-то частные, там, тривиальные или такие несложные задачи. Просто в уровне управления своими задачами существует еще, конечно, принцип личного фактора доступа, и тогда здесь, ну, есть нюансы, это можно просто разобрать, когда вы управляете своими задачами, и почему требуется или одно, или другое время для их выполнения. Это в качестве самостоятельной работы или читая какие-то универсальные системы управления, которые я даю по лекционным материалам, по методикам, можно увидеть, как вообще ускорить управление, идущее от вас. Следующий метод управления, четвертый, он
относится к управлению посредством форм. В данном управлении по возможности, когда вы используете формы для управления, обратите внимание, что расстояние между формами переводите расстояние на духовную основу. То есть пространство, которое физическое перед вами, это есть дух, который содержит данные формы. То есть ваш собственный дух. И в связи с этим, действуйте тоже так же, как я уже говорил. Первая форма. Возьмем, например, сферу. Удаленную от вас, например, сантиметров на 50. Диаметр, в общем-то, может быть любой, но окружность, скажем, или граница сферы не должна затрагивать вашего физического тела. То есть управление все время перед вами происходит. То есть диаметр исследователь может выбрать, небольшой, предположим, там 10 сантиметров. Это сфера моего учения о спасении и гармоничном развитии. Пусть она будет, например, серебристо-белого цвета. То есть, по возможности, какие-то светлые тона придавайте формам все равно в своем восприятии. Хотя вы можете выбирать те тона, которые вам здесь нравятся. В данном случае цвет здесь не имеет принципиального значения, хотя он, конечно, действует в управляющем контексте, но когда вы работаете через формы, работают тогда только формы. Есть такой метод. Следующая форма удаленная, например, от окончания одной сферы до другой, например, выберите 5 сантиметров, и, соответственно, дальше 25 сантиметров от второй сферы к третьей. Задача управления является то, что нужно выровнять диаметры сфер, чтобы они были одинаковыми, и причем такими, как в первой сфере, то есть сфера моего учения спасения и гармоничного развития. То есть в уровне духовной, что ли, в большей степени уже практики, задача заключается в том, что, например, как брать предположим, древнетибетскую практику развития духа через формы, когда балансировка формами развивала дух во внешнее пространство, они могли согревать помещение, в общем-то, и так далее, то здесь точно такой же принцип, что вы переносите свечение от форм, ставя, где находятся формы, в вашем пространстве восприятия. Но восприятие же может быть и духовным, не обязательно оно только логическое, то есть. И поэтому вы просто волевым усилием переносите формы, логические формы, держите в логической фазе, то есть они не должны рассеиваться. Просто внешнее пространство, удерживающее их, если я представил форму, почему она постепенно не падает, как воздушный шарик, вниз? То есть коллективное сознание подразумевает, что существуют законы коллективного сознания, которые относятся также к закону притяжения. И тогда у человека, в общем-то, где-то на определенном уровне сознания возникает принцип, что формы же могут постепенно спускаться. То есть это все относится, кстати говоря, и к управлению другими системами. Не только к формам, потому что на чем-то же должно держаться то, что написано, или число, предположим. Так вот, когда вы переводите на духовную фазу управления, то дух, он не зависит от притяжения. Дух формирует реальность. Наиболее интенсивно, Первичный статус – это формирование душа и создатель, а когда вы переходите на дух, обратите внимание, в чем в свечении оптическая фаза духа отличается. Старайтесь, когда вы говорите на логике о духе, видеть, какая разница идет в плане восприятия. Потому что, когда вы научитесь дифференцировать, что есть духовное управление только по цвету, по свечению, если есть, например, некая система цветов, разреженность, интенсивность, характеристики цвета, даже звуковые характеристики на уровне тонкого восприятия, то вы более точно будете делать управление опять же, ведь принцип это развитие духа до того состояния, чтобы не было макрокатастрофы, и вы решали свои частные задачи. Сбалансировав таким образом эти сферы, при этом делайте обязательно со мной. Ведь можно это делать просто-навсего работая с механизмом. Цель потом можно ввести, кстати. Известно, что первая сфера – это область учения моего о спасении и гармоничном развитии, вторая – цель, и третья – реализация цели. Работая с формами, цель можно ввести позже. И в этом есть определенный универсализм работы со сферой. Вы насыщаете смыслом в дальнейшем, и получается, вы просто универсально работаете,
уже помните, что вот эти сферы можно быстро насытить, и тогда вы можете, в принципе, управлять мгновенно. Таким образом, высветив управление от первой сферы, вы получите уже сразу как бы некий светящий цилиндр, который настолько может быть высвечен, что просто может быть даже как бы цилиндр, который рассеивает даже границы сферы. И сделайте управление сейчас так, как мы по алгоритму делали раньше, то есть примерно в 5 секунд сделайте управление по своим частным задачам. Очень быстро сделайте. Так вот, чтобы сделать очень быстро, достаточно представить хотя бы кусочки этих сфер. Не обязательно выявлять в памяти или там в восприятии всю сферу. Поэтому сделайте еще раз очень быстро, хотя бы свечение увидев от сферы, буквально в 2 секунды решите свои задачи в управлении. По возможности, чтобы третья сфера не балансировала, была жестко закреплена в пределах как бы вот этого светового цилиндра. Пусть это будет горизонтальное управление, не надо третью сферу спускать, пусть это будет горизонтальная система управления. И обратите внимание, когда от третьей сферы пошло свечение на первую, вот круг замкнулся, да, переходите на следующий уровень задач. Управление по залу, опять же, практически мгновенное. То есть здесь уже действует память, да, автоматизм начинает действовать, то есть не надо даже детализировать сферы, то есть достаточно быстро выйти на третий уровень и получить просто как бы информацию на самом деле, то есть получить уровень, что действие совершено. Потому что чем больше вы работаете, тем вы быстрее проходите уровни, в общем-то, данной реализации. И третье действие, вот, принцип макроспасения, в данной системе сделайте так, что это действие как бы совершено далеко вперед, то есть независимо от времени. То есть, если вы его совершили, это действие, оно действует как бы постоянно. Вот. То есть нет времени для действия, то есть работаете во вневременном интервале. Потому что если нужно сделать так, чтобы не было макроуничтожения, то это нужно сделать заранее, да? Чтобы не использовать такое понятие, как там некогда делать или не осталось времени. И поэтому работа со сферами позволяет перейти в структуру макрос обязательного, то есть макроспасения в любом случае, когда время это как бы достаточно условная, то есть внешняя характеристика, а действие всегда совершится. И вот работая со сферами, просто в качестве самостоятельной работы, поработайте так, что вы постарайтесь их даже где-то приближать, там, совмещать, как-то их переставлять, посмотрите, какая позиция сфер, да, например, приводит к тому, что временной фактор как бы отсутствует. Для определенного вида заболеваний, например, связанных со спинным мозгом, с головным мозгом, элемент как бы изъятия, удаления временного фактора приводит к достаточно быстрому излечению. Поэтому это можно использовать как технологический подход, когда временная компонента изымается из уровня управления. Значит, следующий уровень управления заключается в том, пятый метод, что вы управляете, в принципе, так же, но с помощью звука. А для этого вы просто находите какую-то мелодию или какой-то один звук, там, ноту, например, да? Значит, и причем ту, которая вы можете как представить, что вот есть удар клавиш по пианино, вот нот. И вы всего лишь навсего наиболее близкому звуку придаете, опять же, смысл моего учения о спасении гармоничном развитии. Следующий звук – это цель управления, то есть здесь больше учитесь придавать именно как бы внешней системе, придавать смысл управления, то есть назначать. Это достаточно важная характеристика, потому что когда вы учитесь, в общем-то, назначать управление во внешнюю систему, на самом деле вы учитесь сразу же переходить в систему реальности, например, назначая. То есть назначили, что некий проблемный процесс, да, со здоровьем стал не проблемой. Человек, например, излечился, просто назначили. И поэтому вот принцип назначения, вот звук, да, вводится информация, считается, что этот звук это и характеризует в информации какое-то конкретное действие. Наиболее приближенный звук. Звук может каждый выбирать себе сам. Какой вам нравится. Причем геометрически опять. Это, например, некий маленький динамик находится вот
на определенном расстоянии. Через 5 сантиметров опять второй динамик цель, да, управления, и через 25 сантиметров это уже реализация цели управления. Задачей данного управления является сделать так, чтобы звук первого динамика, да, вот приближенного к вам как бы уровня, именно области учения моего спасения гармоничного развития, он был бы слышен примерно так же, как звук там второго и третьего. То есть как бы, ну, сбалансировать уровень звучания, да, как будто вы подкручиваете громкость, делаете следующий громче, а третий еще громче. Тогда получается, вы получаете примерно фоновый уровень звучания. И когда вы, например, работаете через звук, это может быть какая-то мелодия. То есть вы, в принципе, делаете управление независимым от пространства, как бы внешнего пространства. Потому что звук, он может звучать и уходить достаточно произвольно. Это, кстати, характеристика некого, в общем-то, универсализма в управлении, потому что чем более универсальная система сама по себе, звук же это не жесткая схема, и в принципе даже не свет. То есть мы в логическом понимании, когда слушаем звук, мы же не контролируем, куда он там распространяется, да? Мы можем просчитать в физической модели, например, как он вообще распространяется, но в коллективном сознании это достаточно проходимая система. Поэтому, когда вы работаете через звук, проход в физическую реальность может быть достаточно быстрым, потому что в физической реальности звук это, в общем-то, не жесткая система. Поэтому, когда вы работаете через жесткую систему в системе своего сознания, как я объяснил, подобно рычаговой системе, с нежесткой системой вы получаете некую достаточно взвешенную позицию, и вот устойчивость уже не нужно несколько раз резервировать здесь. То есть здесь устойчивость уже в том, что звук распространяется достаточно, предположим, там, хаотично, широко, и в принципе он, как правило, достигает при определенной громкости, да, объекта управления. И поэтому как бы здесь вот этот метод, он этим и хорош. Старайтесь сейчас примерно в 2 секунды сделать свое управление по частным задачам посредством звука. Затем, например, там, в секунду управление по залу. Управление делается вскользь, то есть сходу. То есть вы провели цикл, свечение возникло, все, управление есть. А потом уже дома разберете детализацию. И практически мгновенно, но в интервале, чтобы было какое-то время, там миллисекунды, сделали управление по макроспасению. По задачам всех живучих, там, тех, кто будет жить потом и так далее. На этом я сегодняшнюю встречу заканчиваю. По возможности практикуйте в течение 5 дней интенсивно. Можно, конечно, и дальше, но в течение 5 дней, желательно с 22 до 23, нужно сделать, управление это делать по возможности, хотя бы по минимуму полчаса. Плюс еще есть там специальная задача посмотреть вот именно участок от 22 часа и плюс еще, например, там 3 минуты по коллективному управлению по задаче снятия возможного ядерного конфликта между Пакистаном и Индией, например. Посмотрите, в чем разница обязательно, когда вы лично в другое время и когда все вместе делают. Так как эта задача как бы поставлена на июль 2002 года, но с пролонгацией, в бесконечность. То есть свечение луч отраженный уходит в бесконечность. То есть применяйте вот те методы, о которых я сейчас сказал. Избирательно, какой вам, например, больше понравился. Спасибо за внимание, всего хорошего.